Советы о том, как вернуть девушку, могут привести к разводу в ситуации с женой. Давайте разберем основные моменты. Первое. Девушка – это добрачный период отношений, когда мы еще друг к другу присматриваемся, выбираем, кто значим. Именно поэтому акцент делается на балансе значимости. Когда мы выбрали, то есть мы уже значимы, отношения переходят на следующий этап – этап создания пары или семьи, где работают другие балансы. Баланс брать-давать, баланс взаимной ответственности, любви, уважения. Когда в семье возникают вопросы по поводу значимости, то отношения скатываются на добрачный период, результатом чего является развод. Второе. Стратегия «Как вернуть девушку» действительно очень эффективная и рассчитана на вау-эффект. Быстро, легко и результат можно измерить, даже потрогать. Например, сексуальные отношения, есть или нет, а в семье по-другому. Очень часто бывает, что жена говорит: давай разведемся, но останемся любовниками. Или сексуальная жизнь наладилась после того, как мы развелись. Как парень с девушкой у нас все прекрасно, а как муж с женой мы жить не можем. В семье это другие критерии, показатели счастья. Третий момент. С девушкой не строятся долговременные отношения. Скорее всего, есть какие-то туманные обещания, что она больше никуда не денется. Но это не семейная жизнь. Именно поэтому в советах о том, как вернуть девушку, используются манипулятивные техники, тот же игнор. Нам же вместе не жить, детей вместе не растить, не воспитывать. В семье такое не проходит. Семья оказывается на грани развода, когда количество манипуляций или уровень манипуляций достигает критической точки. То есть где-то мы смогли закрыть глаза, где-то не услышали, сделали вид, что не заметили. Происходит эффект последней капли, когда вот что-то случилось, и вот больше так терпеть не могу. И жена решает уйти. Когда мужчины начинают использовать советы про девушку, которые основываются на манипуляциях, то в отношениях с женой это приводит к еще большему разладу. Потому что жена и хочет развестись, потому что было слишком много манипуляций. Четвертый момент, когда мужчина действительно не видит, какая разница, жена это или девушка. Одним словом, ее нужно вернуть. Как в анекдоте, молодой папа приводит ребенка с садика, мама в ужасе говорит: это же не наш. Какая разница? Завтра опять отводить. Действительно, какая разница? Если разницы нет, то, вероятнее всего, и семьи как таковой не было. Быть мужем или женой – это не штамп в паспорте, это определенный образ мышления, отношения, поведения. И можно быть в гражданском браке, но жить как муж и жена. А можно иметь штамп в паспорте и жить как соседи. Когда женщина выходит замуж, то она в своей голове рисует какое-то представление, зачем я выхожу замуж. То есть, чтобы у меня была семья, муж, а я была жена. Но когда муж к ней относится как к девушке, то ей в такой ситуации терять нечего. Мы с коллегами как-то обсуждали, почему мужчины не учитывают такой очевидный для каждой женщины факт – жена или девушка. Наверное, долго бы спорили, но вернулся с обеда наш коллега, мужчина, и он сразу расставил все точки над «и». Мы же не возмущаемся, когда вы машину по цвету выбираете. Вот есть такие ситуации, когда мужчинам действительно проще ориентироваться по внешним показателям, по цвету, скажем так. Когда нам нужно помириться, наладить отношения с тем, у кого есть грудь, а не борода, то какая разница, жена это или девушка? Нет. Мои хорошие, если мы будем выбирать машину по цвету, то вы лучше меня знаете, что далеко на такой машине не уедешь. Если налаживать отношения с женой как с девушкой, то она очень скоро уйдет. Вы можете уточнить любые интересующие вопросы в комментариях. С вами была семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.